Добрый день, друзья, товарищи! В эфире обзоры и тесты от Бардача. И сегодня отвечаем на ваш вопрос, который звучит так. Какая же разница между всеми известными лекарствами для потенции, между Виагрой, Сиалисом и Левитрой? И какие лучше применять? Вот так вот. Я уже много раз про это рассказывал, но так, чтобы в одном месте и подробно, такого еще не было. Наверное, поэтому вы и спрашиваете. Ну что же, спрашивали, значит отвечаем. Итак, поехали. Все эти три лекарства являются родственными, у них схожий химический состав, но действуют они немного по-разному. Вот это вот момент и будем разбирать. Начнем, пожалуй, с Виагры. Виагра – это самый древний препарат, самый старый, он появился самым первым. Появился он в начале 90-х годов и произвел, как вы понимаете, фурор в мужском движении. Он является самым сильным препаратом из этой тройки. От него самый бешеный стояк, но есть, однако, и минусы. Это побочные эффекты. Виагра очень сильно повышает давление, повышает сердцебиение. От этого такие неприятные явления, как головные боли, постоянная заложенность носа и ушей, сильное сердцебиение и много других неприятных эффектов. Бывает это, конечно, не у всех людей, которые ее принимают, но у большинства. Зато все это компенсируется каменным стояком. Время работы Виагры где-то 4-5 часов. Дальше, значит, появился Сиалис. Это препарат второго поколения. И в нем фармакологические концерны, которые производят данные лекарства, уже учли все минусы, которые были у Виагры. Побочные действия у него намного слабее. И действует он дольше. Если Виагра действует 4-5 часов, как я говорил, то Сиалис где-то 36 часов, а по факту даже может быть чуть дольше. Вот. Но действует он не так феерично, как Виагра. По моим ощущениям, где-то процентов может быть на 30 послабее. Но поверьте, и этого вполне достаточно, чтобы провести за работой всю ночь. Чтобы всю ночь не вставать с кровати. Вот. Сиалис – это, на мой взгляд, самый универсальный препарат. Лично я употребляю его. Дальше идет Левитра. Это уже, как вы понимаете, препарат третьего поколения. Она дает еще меньше побочных эффектов, чем Сиалис, но действует только 8 часов. Но этого, поверьте мне, вполне достаточно. Вот. Кому рекомендуется Левитра? Левитру обычно рекомендуют тем людям, у которых есть побочные эффекты на Сиалис. То есть, кому плохо от Сиалиса. Лично у меня никаких побочных эффектов от Сиалиса нет, поэтому я употребляю его. Но если у вас есть, то можете переходить на Левитру, там помягче все действует. Ну а дальше есть на самом деле еще один препарат, про который мало кто знает. Лично я дошел до него только в этом году, попробовал. Это Аванофил. Что про него хочу сказать? Действует он отлично. По уровню действия где-то, наверное, на уровне Сиалиса. Нормально все у него. Работает 4-5 часов. И от него реально никаких побочек нет. Ну, лично у меня. Но вообще, так как это самый новый препарат четвертого поколения, то производитель заявляет, что от него меньше всего побочных эффектов. Так что, если у вас какие-то проблемы были от Сиалиса или Левитры, то для вас Аванофил. У него, правда, один минус. Один, пожалуй, единственный. Это то, что он в 3 раза дороже, чем препараты вот из основной тройки. Но есть, в принципе, надежда, что со временем он подешевеет. Вот такие дела, друзья. Дальше есть на самом деле еще один вопрос, который всех волнует. Можно ли данные препараты принимать с алкоголем? Тоже очень частый вопрос. Много раз я на него отвечал. Но отвечу здесь заодно, потому что этот ролик наверняка посмотрит много людей. Дело в том, друзья, что никакие лекарства, даже аспирин, не совместимы с алкоголем. Об этом очень часто пишут в инструкции. А если не пишут, то это и так должно быть понятно. Так вот, если вдруг захотите выпить данное лекарство с алкоголем, то, возможно, вас ждут проблемы. Действие данных лекарств, побочные действия будут усилены. Виагру никому я бы не рекомендовал пить с алкоголем. Башка будет трещать не по-детски.
Сиалис или Витру с небольшим количеством алкоголя в принципе можно, но под вашу ответственность. Вот такие, друзья. Также часто спрашивают, с какими заболеваниями можно данные препараты употреблять. Но это, друзья, уже не к блогерам из интернета, это к вашим врачам. Единственное, что хочу сказать, что с сердечно-сосудистыми проблемами к данным препаратам прикасаться запрещено. Сразу поедете на скорой. Вот такие дела, друзья. Надеюсь, данная информация была полезна и интересна. Ставьте лайки, кому понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, потому что дальше будет много всего интересного. На сегодня все. Всем пока. И да пребудет с нами сила Тадалафила. Ого!